В начале осени в Чикаго на роскошной свадьбе с 300 гостей невеста запустила двухъярусный торт прямо в лицо матери жениха. Но настоящий взрыв произошел задолго до этого, тихо, без свидетелей, за закрытыми дверями. За несколько месяцев до скандала 32-летний владелец быстро растущей ит-компании Лиам Харпер жил в пентхаусе с видом на озеро Мичиган и считался одним из самых перспективных предпринимателей города. Однако главным человеком в его жизни оставалась мать, Нэнси Харпер, простая портниха, которая одна вырастила сына после того, как муж ушел из семьи. Она работала без выходных, экономила на себе и верила, что однажды Лиам добьется большего, чем она могла мечтать. На благотворительном приеме в центре города Лиам познакомился с Эвелин Брукс, эффектной, уверенной в себе женщиной, умевшей производить безупречное впечатление. Их роман развивался стремительно. Эвелин легко вписалась в светскую среду, умело подчеркивала статус Лиама и вскоре стала неотъемлемой частью его жизни. Первое знакомство с Нэнси прошло внешне вежливо, но с того дня началась невидимая борьба. Эвелин постепенно отдаляла Лиама от матери, намекала, что той будет неловко в дорогих ресторанах, убеждала не приглашать ее на мероприятия, ограничивала круг общения. В присутствии жениха она была образцом заботы, наедине, холодной и язвительной. Нэнси чувствовала фальшь, но Лиам не замечал ничего. Когда была объявлена помолвка, приготовления к свадьбе стали все более демонстративными и дорогими. Эвелин контролировала каждую деталь, унижая Нэнси при любом удобном случае, в бутике с платьями, на дегустации меню, на встречах с организаторами. Постепенно мать жениха оказалась почти полностью отстранена от процесса. Подруга Нэнси, Мэри Коллинз, убедила ее обратиться к частному детективу, Даниэлю Риду. Через несколько недель выяснилось, что Эвелин сменила имя и уже трижды выходила замуж за состоятельных мужчин, каждый раз добиваясь крупных выплат после развода. Были найдены и голосовые сообщения, где она прямо называла брак с Лиамом выгодным проектом. Нэнси решила не раскрывать правду сразу. Она понимала, что сын ослеплен и не поверит ей. Детектив предложил подождать до свадьбы, момента, когда Эвелин сама проявит свое истинное лицо. В день торжества в отеле на берегу озера все выглядело безупречно. Церемония прошла под аплодисменты гостей, но во время банкета напряжение достигло предела. После речи Нэнси, в которой она пожелала сыну честной и искренней любви, Эвелин потеряла самообладание. Под воздействием алкоголя и накопленной злости она публично обвинила будущую свекровь в зависти и попытках разрушить их союз. Скандал нарастал, гости замерли. И тогда Эвелин схватила свадебный торт и швырнула его в Нэнси. Крем и глазурь разлетелись по залу, оставив мать жениха в полном унижении перед сотнями людей. В этот момент Лиам впервые увидел то, что игнорировал месяцами. Иллюзия разрушилась мгновенно. Он объявил о разрыве прямо на месте, а детектив представил собравшимся доказательства прошлого Эвелин и ее истинных намерений. Записи прозвучали в зале, окончательно уничтожив ее репутацию. Свадьба была отменена. Эвелин покинула отель одна, под взглядами гостей и вспышками камер телефонов. Лиам же вышел за матерью на парковку и впервые по-настоящему попросил у нее прощения. Спустя полгода Лиам основал фонд поддержки матерей-одиночек, назвав его в честь Нэнси. Он пересмотрел свои ценности и стал осторожнее в выборе людей рядом с собой. История, начавшаяся с холодной улыбки в сентябрьский вечер, закончилась не разрушением, а восстановлением. Торт, брошенный в порыве злости, стал символом разоблаченной лжи. А Нэнси доказала, что достоинство не определяется деньгами или статусом. Его видно в том, как человек остается собой даже в момент публичного унижения. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилась история, то поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.